Да. Да, Владимир, да. Да, и еще раз здравствуйте. Расскажите историю, да. Что Да, входит в их обязанности? в их обязанности входят холодные звонки по нашей базе фирм, строительных фирм, которые занимаются укладкой, дорогами, мостами. Это B2B. первое. B2B. Потом у нас есть старые лиды, в районе 100 лидов старых, Так. которых мы, запустили, так сказать. Одни были сильно, как бы не ответили вовремя, и так их завалили там, и вот по старым лидам он должен их как бы реанимировать. И по новым лидам, которые поступают, плюс, естественно, там это как бы продажи, которые, если они делаются, продажи, там номер новых клиентов, количество старых клиентов и количество имейлов, которые он высылает. Email это он посылает КП, то есть предложения коммерческие. Коммерческие предложения это еще один у нас тоже. Нет, имейл это как презентация может быть, с презентацией имейл, кто мы такие, что мы делаем, чем мы можем помочь. Имейлы в холодную, правильно, Сергей? Имейли в холодную, да, Да. совершенно верно. Окей. И email уже... Имейл уже с конкретным предложением. Сколько людей в отделе продаж? 1. Тогда у меня еще до этого вопрос есть. Сколько он должен делать минимально, зарабатывать, чтобы он обходился вам в ноль? Любой, не именно этот, вообще. Сколько он должен зарабатывать, чтобы обходился вам в ноль? То есть делать там, то есть, обороты делать или выигрыш, как вам удобнее, допустим, там, скажем, мы знаем, что если там наш работник делает, наш продажник делает... Как цифра или как операционно, или как финансово, как цифра, именно цифра в деньгах. Лучше в деньгах, просто более В понятно. деньгах 8 тысяч евро. Вот это он в ноль, вы ничего не заработали. Это он в ноль, да. Вот это вот в ноль, это машина, это все там, это машина, зарплата. 8 тысяч он должен делать в ноль. Да, и это у нас как бы полтора заказа вот минимального. Вот есть минимальный у нас, допустим, 5000, и вот как бы полтора. Второй вопрос. Сколько требуется обучить, чтобы он мог вести коммуникацию, понимая в теме? Вот сколько? Неделя, 2-3 дня, 5? Смотрите, до того, допустим, как я зашел на ваш курс, мне казалось, что неделя это уже много обучать. Я за 2-3 дня объяснил. Сейчас я понимаю, что это не так. Не, я не по продажам, я по знаниям, чтобы он понимал тематику. Именно, да, познание. Познанием, что понял продукт, понял, зачем он нужен и Да. чем мы можем улучшить жизнь нашего Да. клиента. 3-4 дня, чтобы он уже так пропитался чуть-чуть. А так вообще как бы месяц, чтобы он понял, что такое камень, как он вообще, почему люди покупают. За месяц уже средний человек такой со средним IQ, он понимает уже. Дело в том, что если вы хотите сделать сейчас успешный отдел продаж, то есть чтобы оно заработало. 1,5 это немного, 1,5 за месяц, то есть он за месяц делает 1,5, это 8 тысяч, то есть, скажем, если он делает 3, то уже вы начинаете зарабатывать, то есть тогда, скажем, таким образом. Чтобы быть успешным, дело в том, что у него здесь очень много задач, которые нужно сделать. Это кажется, что немного, но если мы хотим быть успешными в продажах, это касается продаж, это нельзя переложить на юриста, на бухгалтера, на архитектора. Холодные звонки, все избегают холодных звонков. Это надо понимать, все избегают холодных звонков. Также следующая история, чего избегают после холодных звонков, это спящих. Все хотят работать с ходящими, и те говорят: здравствуйте, мне нужен камень, куда, как деньги перевести, я хочу, давайте сделаем заказ. То есть все хотят с такими работать. Таких меньше всего. И теперь остаются имейлы и правильная подготовка коммерческого предложения. Окей. Получается, когда мы ему ставим вот эту задачу, поскольку их много, что я буду делать? Вы мне говорите, надо делать холодный, это, второе такой, холодный это 1-2 раза сделал для виду, 3 нет, сегодня не тот день, это попробовал, трубку не берут, это 1-2 звонка я поговорил, тут было серьезные разговоры, мы очень хорошо поговорили, я думаю, там 100% будет миллиарды, но никто ничего не продал, никто ничего не купил. А вот имейлов я навысылал. Вот имейлов я прям могу как бы рубить миллионы. То есть мы подготовили ему на тебе алиби, чтобы ты мне рассказывал, почему не продается. Вот что получается. Поэтому мы говорим ему: смотри, естественно, мы ставим KPI в деньгах, сколько он должен сделать, чтобы он мне ничего не стоил. То есть с этого момента у него зарплата и минимальная, с этого момента его зарплата и пошли дальше, там бонусы уже пошли. Но именно по действиям, чтобы я мог их потрогать, мне нужно сказать, сколько звонков
в неделю холодных он должен сделать. Если быть совсем правильно, почему я спросил, сколько стоит такого аулраундера растить, хотя это больше, но вот месяц это уже хотя бы адекватно. Потому что некоторые говорят, да, 3 дня и все. Вот месяц, да, это первый шаг, что он понимает. Идеально что делать? Идеально разделять, взять дешевого не за 8 тысяч, да, а намного дешевле сеттера, это который сортирует, которому вы берете из курса, даете 3 техники, он делает холодные звонки и закрывает встречи на клоузера. Обычно, не всегда это надо смотреть по предприятию, но вот в вашем я бы так бы сделал бы случае. Мне непонятно слово сеттер. Сеттер это тот, кто сортирует, а клоузер это кто закрывает. Стероид хороший, плохой, теплый, холодный. Звоню, перезваниваю, вы поднимаете трубку, говорю, Сергей, добрый день, это Владимир Подлес, мы с вами не знакомы, и вижу, что и никак не работаем по CRM-системе, хотя могли бы. Я же понимаю, вы работаете в строительной сфере, правильно? Есть такое? Вот такие, да. Все, отлично, супер. Тогда, думаю, настало самое время. Смотрите, я коротко 2 слов скажу, вы скажете, интересно, не интересно. Если не интересно, закроем тему, если интересно, поговорим дальше. Окей? Вы такие, да. Я говорю, смотрите, вы закупаете там-то и там-то же камень, наверняка у вас есть хорошие поставщики, всеми довольны, все хорошо. Так? Вы такие, да. Именно поэтому я звоню. Представьте, если мы встретимся, пообщаемся, и на 10-15 минут вы заметите, как вы можете реально больше зарабатывать. Будет тогда встреча интересна? Он скажет, ну да. Смотрите, тогда делаем таким образом. На следующей неделе, когда вы можете, вторник или четверг? Он говорит, там, четверг. Я в четверг соединю, тогда ставлю встречу на четверг. Там будет наш эксперт, он все покажет, расскажет, покажет цены, объяснит, какие выслать. Все вопросы дадите. Если интересно, будете вы работать дальше. Если нет, тогда будете работать с вашими поставщиками. Окей? Да. Все, на четверг я поставил встречу. На четверг стоит встреча, тут уже клоузер, он у него в календаре, уже там у него выстроен, у него в календаре она стоит, и он с ней начинает работать с этой встречей. Все, вот он это делает. И у него 100 наборов в день. У него 100 наборов. Он ни имейлы, ничего, 100 наборов. То есть и таким образом начинает работать машина. Ему нельзя такое сделать. Он не сможет 100 наборов. У него вот на это все мы можем сказать у него здесь дольше разговора будет, 35-45 наборов. То есть просто мы набираем. Вот он что сделает. Это нужно у него вычеркнуть. Имейлы не надо. Имейлы можно взять один раз, заплатить какой-то девочке или мальчику, студентку, да, чтобы он поставил в какую-то эту самую, и она выходила. Он должен делать квалифицированную работу, которую не может делать никто. То есть, если я своей бабушке рассказал бы, как это делать, она бы тоже смогла выслать имейлы. Все, я поставил текст, там написал 3 варианта чата GPT текст разных, выставляй, копируй, вставь, копируй, вставь. Я его время не могу ставить сюда при 8000 оборотке. Поэтому его задача это. Но если я хочу усилить, то тогда он бьет в холодную, он забивает все встречи, да, в холодную забивает встречи, он хотя бы с этими 2 базами работает. Ну, он спящих этих, и у него закрытие. Все, больше ничего нету. И он уже будет в пределе. Если у меня нет такой по какой-то причине возможности, то я тогда ему говорю, вот холодных 35-45 контактов, не считая входящих звонков. Контактов набрал, ничего не было, положил. А потом по первым урокам высчитываем, сколько ему чего нужно. Вот, тогда я могу понять, когда вы будете высчитывать, тогда уже понять, сколько нужно звонков, контактов, дозвонов, встреч, навстречу и вот все то, что там у нас есть. И тогда вы сможете по его конверсии высчитать, сколько у него есть, чтобы его докручивать. Потому что так, как я сейчас позвонил и в легкую сказал, ваш сеттер тоже сможет, немножко поработает, год, 2, 3, 5, и будет так же делать, как легко, а пока он вначале должен наработаться. Когда он наработается и будет делать это легко, он будет ставить ему термин, он будет включать караул, я не могу больше. Я не могу, у меня все. Ну, он продает. Тогда этот сеттер или растет на клоузера, или вы к нему подставляете, потому что бывает человек классный сеттер, да, но хреновый клоузер. Я говорю, все, ты здесь зарабатываешь свои деньги классно, второго подставляй вот сюда к тебе, и давай второго также обслуживай. И он на 2 раскидывает и зарабатывает хорошие деньги. Ему это по кайфу. И почему мы позвали ему там, да нахрен ты звонишь сюда, не звони. Он такой, ну ладно, хорошо. Набрал еще раз. Слушайте, а вообще не звони или в этом году? Я просто хотел спросить. А, понял, хорошо. Понимаете, то есть он такой по фану, он зарабатывает свои деньги и все. Да, и тренированный уже он. Ну, смотрите, когда вы берете продажника, это вы не электрика берете или водителя берете. Вы не берете водителя на самосвал, и он такой, блин, что здесь-то, нифига. Да он такого не будет. Он сел, он знает, как ехать. Когда вы берете продажника, исходите из того, что он ни хрена не умеет. То есть, да, к тому же, чтобы прийти
в любую компанию нужно все равно, ну, откалибрироваться мне как продавцу и компании, да, мы должны как бы, то есть, может, вы говорите, пользуюсь кривой там CRM-системой, которая мне неудобна. Я такой, блин, пока я привыкну там. Я звоню, и здесь куча людей звонит, мне тоже неудобно, да, то есть надо некоторую, как бы вот эти вещи тоже все играют роль. Но если все вот это удобно, поэтому говорю, мы работаем на продавца, чтобы мы делаем все условия, чтобы ему было удобно продавать. И Я он еще тогда, на удаленке, мы только раз в неделю встречаемся. тогда он больше всех халявит. Если вы работаете на удаленке, он больше всех халявит. Сразу же могу сказать. Поэтому нужно ему ставить точный KPI, столько звонков, столько всего, чтобы вы могли прослушивать. Были звонки, не были звонки, через CRM-систему подключать ее и за счет этого видеть, какие наборы, звонки, все. Иначе вы ничего видеть не будете, он истории только рассказывает. Даже если скажет, мы зарплаты ему не платим, он только на комиссии. А что мы ему ничего не платим, он ничего не зарабатывает. Это неинтересно. То есть даже который не работает и у меня числится, забирает время, силы, энергию и время просмотреть, не подходит.